Ну что, ребятки, всем привет. Давно не виделись. Привет, жители Ютуба, гости и подписчики канала. Ну что ж, начнем продолжение. Продолжим прохождение игры Frostpunk. А вернее ее DLC On the Edge. Так, сейчас секундочку. Загрузить. Стрим работает. Прекрасно. Звук работает. Отлично. Ну что, может, сегодня мы ее добьем, эту холодную и безжалостную игру? Я слишком сильно затянулся с ее прохождением. Давай, загружайся. Эй, Форест Бир, приветствую тебя. Спасибо за твой визит и бесценный лайк. Так. Как тяжело возвращаться в эту игру. Так, дайте вспомнить. Так, у меня есть что, дети? Есть инженеры. Форест Бир спрашивает, ты играешь в MMORPG? Нет, дружище, не играю. Раньше когда-то играл. На них слишком много времени тратится. Так, давайте сразу же... Ага. Пища. А, все норм. Пища едет. Все, ребятки, хорошо, пища идет. Так, это я отправил инструменты. Дальше что нужно сделать? Что нужно сделать? Нежество. Нежество. Не за что. Спасибо. Спасибо, Форест Бир. Так, сейчас еще раз я чекну ОБС-ку. Так, ну вроде все нормально, пропусков кадров нет, звук идет. Играем. Такой свистопляски, как в прошлый раз, не наблюдается. Так, у нас минус 50. Минус 50 на термометре. Сутки до понижения температуры. Ну, чуть больше. Так, и мне нужно решить судьбу Нью-Лондон, ребят. Ждем, кстати, провианты. Что можно еще сделать? Что можно сделать? У нас... Что с койками? Ага, свободные места есть еще. Так, термоизоляция кухни. Ладушки. Ну давайте, посоветуйтесь с горячими ключами. Давайте. Что скажут они по поводу Нью-Лондона? Так, поможете нам в противостоянии с Нью-Лондоном? Мы мало что знаем о Нью-Лондоне, но похоже, что его жители не смогли приспособиться к новому миру, в отличие от вас. Если вы позволите городу пасть, его жители укрепят ваши ряды и научатся жить по-новому. А если поможете выжить, ваш народ сольется с ним. Природа рисует нас всех, и спорить с ней бесполезно. А что бы вы ни решили, мы не откажем вам в помощи. Как приятно. Спасибо. Спасибо. Это все. Так, посоветуйтесь с детской шахтой. Ну, давай. Не знаю, что могут решить дети, они же дети, камон. Переговорчики. Двейзи,
Приветствую тебя, спасибо за визит и твой роскошный лайк. Да. Ну, кстати, тут не только дети, но и хипстеры. Так, прискорбно слышать о страданиях Нью-Лондона. Напоминает о трагической судьбе Винтерхолма. Нужно им помочь. У наших детей там остались родственники. Если мы оставим их на произвол судьбы, многие погибнут. А в этом мире смертей уже было достаточно. Спасать Нью-Лондон или нет, дело ваше, но какой бы вариант вы ни выбрали, мы поможем, чем сможем. Мы должны работать сообща, потому что поодиночке нас настигнет мороз и жопка. Ясно, эти за. Так, ну они не против. Просто если этот Нью-Лондон падет, 527 человек, они что, отправятся ко мне, что ли? Ну или там, уж половина, но это жесть. Наверное, это парю. Допускать падение Нью-Лондона. Так, переговоры. Наверное, все-таки будем спасать его, да? Так, все эти богатые нью-лондонцы подонки. Без обид, дружище. Дружище. Но пускай они катятся ко всем чертям вместе со своими генераторами и шикарными домами. Мистер Артиц. Оу, салютики. Вадим, приветствую тебя. Привет, друзья. Спасибо за визитики и лайки. 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 Блять, ладно, чуть язык не сломал. Лайки. Battle Cats Gamer, здорово. Слишком они взорвались, пора им охладить пыл. Если вы им поможете, они вам гонят нож в спину. Попомните мои слова. В конце концов, все мы сами за себя. Нам кажется, Нью-Лондон должен впасть, но с нас должок, так что мы поможем. Угу, то есть 2 голоса, один нейтральный, другой за, третий против. Все в разнобой. Все в разнобой. Нет единого мнения такого. Ну как же так, ребят, что такое? Так, теперь надо отправить ответ. Но они потребуют с нас, наверное, ресурсов, прямо кучу. Скажут дай. Поздравляю с 600 сабов. Спасибо, Вадим. Большое спасибо. Ну, кстати, были просадки жесткие. По подписчикам. Я не знаю, может быть, YouTube как-то, видимо, может быть, неактивных либо ботов удалял, либо что. Либо аккаунты чистил. Ну, человек 12 у меня списалось. Наверное, были боты. Так, мы приняли решение. Давайте почитаем. Мы больше не выдержим. Пожалуйста, выслушайте нас. Мы плохо с вами обращались. Вводили вас в заблуждение. Мы были неправы. Нам все еще кажется, что мы единый народ. Но если вы спасете наш город, мы признаем вашу независимость. Если вы нам откажете, много людей погибнут. Еще больше отправится на ваш аванпост и в другие поселения. Всех их разместить не получится. Столько жизней на кону, пожалуйста. Не оставляйте. Battle Cats Gamer, а сколько тебе лет? 16? Нет, ты не угадал. Мне 33 года. Спасибо за удачу. Тебе, кстати, тоже. Большую удачу. Так, ну что, давайте спасать их, что ли? Вам придется отправить людей и ресурсы в Нью-Лондон. То есть... То есть можно еще как-то подтянуть резину, что ли? Мы еще не определились. Ладно, хер с вами, мы вас спасем. Прощайте, отлично. Отлично поболтали, ну прощайте. Так, и что? Отправить рабочих. Еще они сроки поставили нам. Во жесть. Они что, охренели? Я их спасать планирую, они. Ну ладно. Сейчас будет ответка первая. Отправить рабочих. Так, экономика Нью-Лондона разрушена. Нужно отправить туда угля, чтобы они не замерзли. Многие рабочие простудились, поэтому нашим людям предстоит их подменить.
Для тяжелобольных нужны лазареты, а чтобы их построить, нужно отправить сталь и паровые ядра. С едой у них дела были плохи с самого начала, так что груз пищевых пайков тоже не меньше. Ну это жестко прямо. Говорят, вы решили спасти этих уродов, жаль, но дело ваше. Правда, последствия настигнут и нас. Мы отправим рабочих, чтобы заручиться поддержкой, но будем с ними следить. Нам приходится иметь дело с генераторами. Парочку мы построили, так что построим, что у них там. Спасибо. Сейчас должна ответка быть от горячих ключей. Нет? Да. Участь Нью-Лондона. Интересно. Сейчас, секунду. Вадим, который любит подписчиков. Модератор Nightbot исключил пользователя из обсуждений. Типа за капс, наверное, наказал. Но я хз, да. Блин, модератор жесткий. Жесткий типок. Так, ладно, участь Нью-Лондону. Как быстро меняется настрой, мы уже были готовы воевать с Нью-Лондоном, а теперь многие хотят помочь. Хоть это и дорого нам обойдется. В конце концов, у них там родственники и друзья. С другой стороны, если Нью-Лондон падет, мы сможем его захватить, но многие его жители погибнут, а еще нам придется готовиться к большой волне беженцев. Так, конфликт. Отправить рабочих. Как не... Так, 50 рабочих возместят недостаток рабочей силы на важных объектах. Теперь нужно что собрать? 200 еды. Ой-ой-ой. 3000 угля. Стали 200. Твою мать. Ну окей. Попробуем. Это вызов. Моим скудным способностям в этой игре. Так, ну ладно. Хоть у меня рабочих не забрались. Пробуем выживать. Так, где моя еда? Через 4 часа только будет еда. И, кстати, 4 дня мне дают. 4 дня. Издеваетесь? Блин. Странно. Хотя бы можно было бы какими-то мелкими партиями отправлять, а то 200 пайков. 3000 угля. Вы еще рофли? Может, я поспешил с ответом? Так, у меня, короче, простой. Дичайший простой. Так, ладно. Так, строится термоизоляция кухни. Хорошо. Блин, я, может, поспешил. Потому что у меня по ресурсам вообще беда. 5 дней всего. Да. Еды 0. А я смогу заказать еды, кстати, у горячих ключей? Вы получите 30 единиц провианта. Ухудшится. Нет, 30 это мало. Так, а что они просят? Пищу.
Ну, 3000. В принципе. Я произвожу с избытком этого угля. Просто мне требуется склад, надо построить на 3000 угля. Вот такое себе испытание. Виктор, приветствую тебя, спасибо. Спасибо за твой лайк. Чё как быть-то? Блин, я что-то даже это в раздумьях сижу. Что-то я даже напрягся. Кстати, стало... Ну, а если отключить? Нет, надо и, короче, термоизоляцию. Надо термоизоляцию делать. Так, пайки на месте. Окей. Но это очень мало пайков. Сверх мало. Так, термоизоляция кухни изучена. Супер. Сейчас, там вообще жара, наверное, да? Да. Можно включать печку. По идее. Но сначала нужны санитарные пункты, наверное. Изучить тоже. В принципе, можно просто посидеть и покопить. То есть пусть накопится все дело. Да, ребят? Как вариант. Смотрим, что будет. 4 дня подождать. Только единственное, нужно как-то мне древесину. Древесину заморочить. О, дерево, кстати. Найс. Прикольно, они не отправили дерево, кстати. Блин, они... Вот бы еще бы горячие ключи бы отправили бы им пищу самостоятельно. Без, так сказать, без меня. О, кстати, а может эти товарищи отправят уголь им? А, я только могу запросить 200 угля. Клик-клак, приветствую тебя, спасибо за пожелание. У нас проблемы. Нет, это не то. Все не то. Так. Илья Гольчук, приветствую тебя, спасибо. Спасибо, дружище. Может быть, все-таки как-то с ней побазарить. Что это дает?
Так, энергия горячих ключей может сделать жизнь людей комфортнее. Горячие ключи за это пришлют нам 30 единиц провианта. Блин. Либо, чтобы расширить зону культивации, нужно установить мощные насосы. Ресурсов придется потратить немало, зато производство еды заметно вырастет. Плюс 10 провиант. Каждой поставки. Плюс 10. Ну, это было бы идеально. Может, надо сначала заморочиться на вот этом. А, так там сутки они давали всего мне на обдум. Ну, на обдумывание, кстати. Да. Они же не сутки давали всего, поэтому. Хотя можно было сутки потерпеть. Блин. Хотя бы сутки выиграл. Ладно. Попробуем так. Короче, ускоримся. Надо что-то придумать с людьми. У меня просто люди есть. Куда мне их отправить, куда засунуть? Что построить? Может еще шахту одну построить? Будет больше угля. Угледобытчик. 15 древесины. О, кстати, 15 древесины всего. Его просто... Кто его будет обслуживать? Ну давайте. Блин, заразно, надо раньше строить. Ладно. Подождем, пока начнется рабочая смена. Так, рабочие, которые вы отправили, очень нам пригодятся. У нас почти на всех объектах не хватает персонала. Многие рабочие больны, а еще больше ослабли от голода. Благодаря вашим людям мы не теряем надежды. Да. Спасибо. Даже такие стали мягкие, пушистые. Так, и кстати, у нас опять кончилась еда. Так, и начались заморозки. Так, здесь что? Средний риск заболеть. Сейчас чекнем все тепловые зоны. Низкий риск. Так, тут повысить. Блин, придется, короче, переводить на второй уровень. Да закройся! Черт! А, тут так второй, кстати. Так, здесь норм. Здесь. Да ё-моё. Воюш! Так, сейчас я чекну, проверим, как это отразится на работе. Вообще никак, поэтому бесполезна эта вещь. Эта печка просто бесполезна. Ух, тут прям кипяток. Нет, включать нельзя.
Странно, тут тоже дом, а... Не понимаю, как это работает. Второй уровень. Второй. Тоже второй. Я хз. Ладно. Скоро они опять будут стонать, наверное. Что им дико холодно. Так, ладно, хотел я построить угледобытчик. Машинист, приветствуйте. Спасибо за визит. Спасибо, дружище. Так, сейчас, а вот посмотрим сейчас как. О, кстати, в плюсе все еще. Но все равно надо больше угля. Так, я опять ускорился. Как-то странно стало сейчас. А, вот, выровнялось. Quantum TV, приветствуйте. Спасибо за визит. Так, ну, наверное, по углю сейчас я все сделаю. Может, даже успею. Так, что еще надо? 250 стали, 200 еды. Вот с едой какие-то у меня прям напряженки. Мне и самому не хватает, и плюс не хватает для отправки. Да. Может, пока что поставить на прокачку. Так, что поставить на прокачку? Паровой угледобытчик. Или добытчик 50-30. Блин. Стоп. Можно идти термоизоляцию поста добычи. 50-30. Короче, давайте, наверное, попробуем улучшить топливо. Хотя нет, ладно. Сэкономим. Сэкономим, ребятки, на ресурсах. На 250 набустить стали. Ой, сейчас так жестко чихнул. Чуть легкий не выплюнул. Так, кстати, кончается место на складе. — 250. Кстати, возможно, придется склад прокачивать. Большой склад. 30-20. Да, вот, наверное, вот это стоит сделать. Так, ну где моя еда, Люб? Спасибо, Виктор Плей.
Я отключил микрофон, чтобы не было так кринжово. О, надо же. 70. Хороший паёчек. Кстати, а если я прокачаю, будет 80. Так, а что если мне кухню перевести на супы? Короче, я переключу на супы, потому что это тоже вроде бы как считается 5 пищевые пайки из 2 единиц еды, а тут 4 пайки из 2. Да, наверное, надо сразу сделать. Да. Все. Супер. Так, пока немножко сэкономим. Совсем чуть-чуть. А, кстати, быть может мне надо сюда поставить печку-то, а, гайс? Здесь-то она больше пригодится. Я-то думаю, просто откуда у меня больные появляются, а у меня очень высокий риск здесь. Высокий риск заболеть. Так, 18 часов. Да. Шикардос, шикардос. Так, что? Вот эти вот не добивают. Но хотя бы одна будет добивать до сюда. Окей. Блин. Чё, блин, металл... места мало, что ли? У меня всего 300 единиц. Так. 250. Ну, в принципе, нормально. Как раз сейчас отправим им первую пайку. Так, еще знаете, что хочу? Я все-таки переставлю пост добычи. Куда-нибудь сюда, что ли? Блин, хотя он так далеко от тепловой зоны, из сада. Ладно, не буду ставить. От печки далеко. Давайте, ребятки. О, все, понеслась. Осталось 2 дня. И надо еще 200 еды и 300. Блин, жестко. Это жестко. Может, как-то с ними можно... Прощайте. Нет, я думал, может, как-то договориться, поменьше им отправить. Так, складик есть. Ух ты, ё-моё, 150 древесины. 75 стали. Блин, только маленький смогу построить.
Так, 1800. Сколько у меня, скажите мне, пожалуйста, угля? 2250. У меня 3000. О, так. Еда пришла, кстати. Плюс мне отправили древесину. Угу. Что опять? Ну, конечно, холодное жилище. Капитана, некоторые обеспокоены низкой температуры в жилищах. Люди резонно замечают, что из-за холода можно легко заболеть и просят вас что-нибудь предпринять. Так, мне нужно что? Нужно отапливать холодные дома в течение... 3 дома. Супер. Супер. Так, я, получается, должен построить 3 дома. Раз, два, три. 3 дома. Это я могу. Это я могу. Правда, сейчас температура понизится еще сильнее. Прям. Так, у нас... О, 1350. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Так, 3600. Запас. Все хорошо. Тыкворез. Поздравляю тебя с пятницей, дружище. Спасибо за визит и твой лайк. Спасибо. Хороших выходных, кстати, ребят. У меня, кстати, они не очень хорошо начались. Вчера моя мышка, любимая, сломалась. Отнес его в ДНС. Сказали, ну что, ждите, будем делать. Сучки, я думал, поменяю. Так, что еще? Можно еще построить, в принципе, один дом. А давайте построим здесь. Еще могу, кстати. Еще есть запасик. Так, ну окей, я им отправил, получается... Мне еще нужно отправить угля. Думаю, уголь я смогу сделать. Но не точно. А вот с едой... С едой большой вопрос. Как бы не пришлось мне перезапускать. Так, давайте сразу еще один дом построим. И думаю, обязательства я выполню. Так, Нью-Лондон. Мы начали строить лазареты и теплицы, как только получили от вас груз материалов. А скоро мы сможем ухаживать за всеми пациентами и накормить всех голодных. Угроза болезни и истощения больше над нами не висит. Да. Вы бы еще нам что-нибудь отправляли взамен. Так, что я хочу? Он меня сбил меня. В смысле? О, уголь, может ребятам поработать сверхурочно как-нибудь? Как вариант. Так, что происходит? Так и что там с Лондоном, дед? Я курить и вернусь к просмотру. Удачного стрима. Привет, Смок. Приветствую, спасибо. Спасибо, что заглянул.
Так и что там с Лондоном, Дэн? Я курить. Давай. Давай. Конечно, я тебя осуждаю за курение, но жду. Давай. Так. Продолжаем. Продолжаем следить, что у нас с Лондоном. У меня проблема с едой. У меня большая проблема с едой. Так, ну что, кажется, я обещание нет, не выполнил. Надо мне еще 1 день, 23. Стой, 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 стой. Я ж сейчас провалю, если не подрублю печки. Печки на полную. Если не подрубить печь, то все. Пиши пропало. Так, и надо еще запустить мне шахты, чтобы они работали 10 часов. Или сколько? 15. Правда, недовольство выросло, но что делать? А, кстати, нет, это нормально все работает. Вот это вот надо. И, возможно, вот эти. Да, так нормально. Думаю, так в самый раз. Так, ну что, давай. Минус 60. Минус 60, ребят, минус 60. Что происходит, смотрим. Ну, кстати, жить можно. Блин, надо... Так. Да, жить можно. Жить можно. Здесь все норм. Здесь норм. Да. Здесь придется повысить температуру. Все, думаю нормально. Думаю, нормально. Так, теперь сейчас что? Бустим уголь. Бустим уголь. Так. Бустим уголь. Фу. И я хз, где мне брать еду? Так, кстати. Стоп. Вот так вот сделаем. Где мне взять еду? Так, 60 и 120. Можно им будет отправить удобное жилье и новые насосы, и тем самым... А, ё, я ж могу обменять ресурс на еду. Так, ладно. Сейчас посмотрим. День остался. Что я не вывожу, короче. Что-то я не вывожу. И здесь надо все перестроить.
Не двигается. А вот, кстати, 10 дерева халявных. Надо было построить здесь, наверное, печку. Между ними печь построить. Построить здесь пост. Второй пост. И позади пост. Короче, придется, наверное, переигрывать. Quantum TV, организм, сколько будет стрим идти? Ну, где-то до половинки первого. До половинки первого. Но это не по московскому времени, половинки первого. По московскому времени это получается... Сколько получается? 11 по московскому времени. До пол-11. Нет, почему пол-11? В Москве будет, да, пол-11, да. Все правильно. Короче, с углем тоже у меня напряги. И с едой я тоже вообще никак не успеваю. Так, я тут. Я человек нервный и без силы воли, поэтому не могу бросить курить. Ух. Так, ну что ж, да? Тогда все-таки желаю тебе найти где-нибудь силу воли. Как делишки? Как делишки? Да так, потихоньку, потихоньку. Все как всегда, пока без изменений. Короче, блин, придется переигрывать, зараза. Они слишком мало мне пайков отправляют. По 70 единиц. Сверх мало. Не вывоз, это не вывоз, ребят. Бэйнспад, приветствую тебя. Спасибо, спасибо большое. Хочу до поражения дойти до этого, да. Что будет, что они скажут мне. Быть может, они мне еще дадут время, может, оттянется срок. Кстати, можно этих запречь работать еще сверхурочно. Ну давай, 3 кэса, блин, 3 кэса. Ах, все, не успеваю. 2600. Все, еду махом просто смело.
Нью-Лондон пал. Мы не смогли спасти Нью-Лондон. Голод и безысходность настроили местных жителей против властей, и последний город на земле пал, погрязнув в бунтах, грабежах и бессмысленной жестокости. Пытаясь спастись, беженцы разбрелись по морозным землям, многие погибли, а выживших в других поселениях чаще встречают испуганно и враждебно. Неужели с сочувствием? Нежели с сочувствием. Начались конфликты, и вскоре останки Нью-Лондона превратились в поле брани, а человечество вновь вернулось к борьбе за выживание. Мы потерпели неудачу. Типа это все, конец истории был. Моей, по идее. Блин, засада. Придется как-то это. Придется как-то. Я даже не знаю, что делать. Как-то вывозить, как я не представляю, что делать с этими пайками. Так, они дают мне 11 часов, чтобы придумать, что делать. Либо мне бросить их на произвол судьбы. Так, пища. Сразу переключить на супы. Сразу на супы. Так. Здесь. Так. Сразу надо, короче, реорганизовать все. Так. Сейчас, секунду, ребят. Не забыть, что делать только. Печки. С. Эту мы демонтируем. Так. 14 стали. Вандерплей, приветствую тебя. Спасибо. Так. Типа это уже финал должен был быть мой, наверное. Печку поставили. Что еще можно сделать? Так. Можно разобрать улочку. Немного древесины поднять. Так, и... Так. Пост добычи. Пост добычи. Так, этот в принципе нормально стоит. Надо печку перенести. Так, но пока я ничего не смогу сделать. Мне нужна сталь. Так, это я читал, ясно. Так, а что если мне еще попросить у них ресурсов? По максимуму. И да, спасибо. 30, 35, 30. Сейчас будем по максимуму выжимать все. Все соки выжму. Так, здесь не. Так, здесь все правильно стоит. Так, кстати, можно, если разобрать печку, получится 8 стали. Да.
Да, вот тут, по-моему, еще шоколадное место прямо. Так, что, заряжай туда сразу же их по максимуму. Пусть копают. Фу. Так, теперь можно еще построить одну. Еще один добытчик. Фулплей, привет. Приветствую, спасибо. Так, и надо решить судьбу, кстати. 4 часа осталось. 3 часа. Погодите. Не торопите меня. Так, сразу туда заряжаем. Хотя нет, пусть они сначала набустят, пусть накопают. Так, потом мне нужно будет перенести, получается, сюда. Да. Сюда перенесу. Так, с углем более-менее разобрался. Теперь нужно что? Теперь нужно поговорить с Нью-Лондоном. Ой, с этими поселениями своими. А, стоп. Ой, блядь, не то. Сори. Нужно... склад построить. Складик. Так, ну все, теперь по идее, все норм. Так, давайте, ладно, будем разговаривать. Fullplay, что за игра? Очень просто, это Frostpunk, стратегия. Стратегия выживания в холодных морозных землях. Так, давайте еще раз. Так, мы мало что знаем. Да, спасибо. Хорошо бы они отправили какой-нибудь хабар бы сразу, ё-моё, ну как так-то, а? Хотя бы какое-нибудь подспорье. Да. Эти не против. Эти не против, прощайте. Только вот эти вот залупились. Спасибо. Так, я со всеми поговорил. Теперь нужно ответить Нью-Лондон. Два часа на ответ. Так, ладно, 2 часа, наверное, ничего не решит. 2 часа ничего не решит. Ну или, может, максимально выждать по времени. Два часа, 2 часа. Это много или мало? Да что ты такое хочешь? Да и ты издеваешься!
Так, труд без конца, сэр. Люди вымотаны до предела. У некоторых продленные смены уже много дней подряд. Эти усилия тяжело им даются, люди начинают роптать, они заслужили отдых. Кому? Ты издеваешься? Я ж только что подрубил. Нужно вести обычные смены. Короче, работать. Я надеюсь, никто не умрет. Пожалуйста. Пожалуйста, ребят. Так, все, ладно, пора отвечать. Мы приняли решение. Мы вас спасаем. Прощайте. Прощайте. И поехали. Так, окей. Ведь отправили работяг. Уже хорошо. Уже хорошо. Термоизоляция кухни прекрасно. Прекрасно. Так. Найс. Боже мой, начали болеть. Кстати, стоп. Даже перенести. Надеюсь, не хватит построить что-нибудь после. Или я зря... Блин, я зря! А нет, хватает. Супер. О, кстати, 200 пайков. Секунду. О! Блин, это реально? 200 еды, пожалуйста. Только мы останемся без еды, получается. Так, окей. Кстати, ребят. Всего лишь заменил на супы. Не-не-не, давайте. Сейчас все будет, сейчас все сделаем. Еда — это последнее, что мы им отправим. Так, это рабочие. Древесина через час будет. Ладно, пока удачи. Квант, давай удачи тебе. Спасибо, что посидел со мной. На складе работают очень давно уже. Продленные смены. Так, древесина есть, что можно с древесиной сделать. Можно добавить опилок в суп. Ну, 107 еды, кстати, неплохо. О, кстати, они сейчас будут вонять у меня, потому что проблемы с холодом. Если тут адскую печку сделать, интересно, они будут быстрее выздоравливать? Мне кажется, никак не повлияет. Кулплей, тебе сколько лет, бро? Кулплей, мне 33 годик, дружище. Да, я игроман. Так, тик-тик-тик. 250 стали и 5 единиц паровых ядер.
Короче, возможно, все это дело выполнимо. Сейчас сразу же сделаю погорячее. А, так тут так горячо, кстати. Здесь. Здесь. И даже здесь. А, здесь... Ох ты, ё. Ладно, сейчас один хрен будет понижение температуры. А Coldplay, какие ты игры играешь, кроме этих? Да разные, разные. На канале же есть. На канале есть прохождение моих игр. Кстати, я готовлю, так сказать, хайлайты этого года. Ну, из всех игр, которые проходил за год, я, в общем, кропотливо выбираю игры с моментами, самыми такими более-менее нормальными. Все это пытаюсь сейчас подбить, сделать видео, а какой объемист получается. Блин, сложная работенка, скажу я вам. Все это вырезать, вставлять, искать, монтировать. Не знаю, когда я сделаю, может быть, в конце сентября, может, в начале октября. Но процесс идет, процесс идет. Я еще скачиваю, то есть я скачиваю с Ютуба, потом все это дело монтирую, обрезаю. Блин. Потненько. Так, что у нас по... Да идеально, идеально все. Тут только что-то правда холодновато. А ты из какой страны? Из России, из России. Из России, матушки. Так, ну чё мы с углем-то что-то сможем сделать? Я не вижу прогресс по углю. Вообще не вижу прогресс. Вообще. Так, кстати, здесь. Начинаем бустить сталь. Я из Казахстана. Передаю пламенный привет Казахстану. Что сделать-то, а? Что-то прокачать надо. Блин, надо, может, возможно, мне нужно стоило паровой угледобытчик сделать. Ну вот это, кстати, неплохо даст мне 10%. Плюс еще можно угольную печь, но у меня опять же дерево. Можно сделать расход угля печи 50-30. А давайте сделаем.
Что я начинаю переживать за мой план. Не, если вот это вот качается, возможно и сработает. Можно, кстати, попросить еще у детской шахты. Вы получите 200 угля. Но опять же благосклонность упадет до 0. А удачи тебе, бро. Я пошел спать, у меня уже 12 часов 14 минут. Спасибо, что побыл со мной, и спокойной ночи. Прощайте. 200 угля это так. Если его 500 бы. Короче. Я прошу еще еды. Я переживаю за еду больше всего. Больше всего переживаю за еду. Приятно слышать. Давай. 2000. Короче, промотаем, да, ребят? Здорово, Пик. Приветствуйте. Спасибо за визит. И спасибо за лайк. Так, секундочку, мы должны что-то сделать. Понизить на 1 уровень. Немного сэкономим. Опа. Вот тут у нас сжигает по-конски. Так, здесь норм. Здесь норм. Вот это мне ни к селу, ни к городу вообще прям. Прям вообще. По идее бы здесь дом построить. Аптечку убрать. Извини, что ухожу, время уже 1:00 ночи, пойду отдыхать. Всего тебе наилучшего. И тебе всего наилучшего и спокойной ночи. Эх. По идее, надо в этот дом перенести сюда. В идеале. Так. Так, 250. Найс. Поехала партия. Может, все-таки отправить им? Хрен с ним. Типа сейчас они набустят мне еды. Может быть 200 будет пайков. О, изученные технологии. Чекайте сейчас прямо как будет буститься жестко. О. Кайф. То есть с углем, возможно, тоже все будет окей. Окей.
Если мы попросим поработать вот этих ребят сверхурочно. И вот и вот этих вот сверхурочно. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Так. Труд без конца, блин. Что делать-то? Ладно, хорошая мысль. Получается, вы эти остановились. Кто еще? Угу, все. Все остановились. Ну ладно. В принципе, сталь я отправил. Уголь, я думаю, добью. Уголь добью. Вот единственное с едой. Надеюсь, они сейчас набусят мне 200 пайков. А что если я еще раз попрошу? Они еще отправляют мне без проблем. А еще? Все. Все, больше не могу попросить. Фух. Кстати, все-таки можешь попросить у этих угля. Какая разница, какое отношение ко мне? Главное уголь и еда. Все, чилим. И сейчас будет похолодать. Не, ну шикарно, шикарно. По дереву ничего не могу сказать, по еде тоже пока ничего не могу сказать. 2500. 2500. Так, ясно. Обогреем часть домов. Так, ну ждем древесину. В принципе, я без проблем смогу вам помочь в этом. Ждем древесину, ребят. Через 3 часа будет древесина. Все-таки, наверное, построить здесь дом. Сколько он стоит? $25-15. Здесь построю, здесь снесу. Это отключу. Чтобы немножко хоть выиграть. Да зараза, не получилось 200 пайков скрепсти. Через 4 часа придет. Они сейчас все сожрут. Разы. Приятно слышать? Приятно слышать. Блин, ну. Так, древесина пришла. Давайте сразу дом отстроим. Не. Здесь построим. Короче, давайте здесь построим домик. И плюсом нужно построить еще один домик здесь. Здесь. Ладно.
Ковришка Гейм, я подписался и поставил лайк. Спасибо, Ковришка Гейм. $112 будет. Ковришка Гейм, после стрима я посмотрю. Так, теперь можно этот демонтировать. И... Так, 6 часов, сейчас будет похолодание. Стой, 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 пожалуйста. Стой. Так, здесь. Две 500. Так, включаем жуткие печи. Блять, не так. 24 же. Так, все норм. Ковришка Гейм, спасибо, ок. Окей. Так, и... переключить. Игра прикольная. Согласен. Я играю, кстати, прикольные игры, ну, которые мне нравятся. Блин, ну камон, 150... 156. Блин, может еще запросить? Ё-моё, ребят. Пожалуйста. О, хотя можно... Я сталь отправил? Да, сталь отправил. О, ребят, я могу так сделать. Все, найс. Так. Сколько я... 30 единиц. И они еще должны мне 70 отправить. Good game. Здорово. Здорово. Спасибо за визит и за лайк. Обожаю лайки. Фух. Так, что с углем? 2600. 2 дня осталось. Так, и что еще нужно сделать мне? Обеспечить приемлемую температуру 12 мах. Трям. Сейчас сделаем. Так, тут
Пост добычи заполнился. Как-то ребята неофигенно работают. 2700, 2700. Где мои куски мяса? То есть получается, если я все отправлю им вовремя, то мы пройдем игру? Так выходит? О, секунду. Нужно промочить горло, ребятки. Наш чай. Православный чаечек. А, кстати. Смок, спрашиваешь, как дела? Вчера у меня мышка отлетела, блин. Уже третья или вторая, не помню. Ведь колесико. Все идеально работает. Колесико отлетает. Просто Китай. Бесячий Китай. В этот раз мышку забрали. Сказали, сделают. Ждите 45 дней. Ну, в течение 45 дней. Я нашел мышку старую. У нее ПКМ, короче, не работает. Ну, она работает, но сломалась. Не кликает, а зажимается. Эх. Плюс, ну, тоже колесико, такое себе уже замусоленное. Нашел другую мышку, но она беспроводная и размером с маленькую печеньку. У меня тупо рука больше в 2 раза. Неудобно. И там тоже кнопки залипают. Вот. Оказывается, в DNS меняют только если меньше 1000 товаров. Такое у них правило. Так, и... А тем временем у нас уже 2900. 2900. А, стоп, если я им отправлю в уголь, я, блядь, извините, чем топить-то буду? Чем буду топить? Интересно. То есть не может быть под утро как-то, либо на следующий день. А, день и 20 часов. То есть... Опа, кто-то мерзнет у меня. Алло, кто мерзнет? Не понял. А кто мерзнет? Средний риск. А, чё? Мысли без дома. Охренеть, без дома! В смысле? Вы чё здесь? Я понял. Чё они не строили-то хату, алло? Все, супер. Так, 3000. Капец, тяжко. Мотаем. Да они все съели. Они тупо все съели. Короче, они только сейчас не выслали пайки. Так еще сделаю. Жесть. Короче, сейчас забустится. Хотя бы уголь отправлю.
Давай, 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 давай. Копай, копай, копай. Стали суд. Дайте людям отдохнуть еще день тут. Да, блин, зараза. 2 часа. 2 часа. Вари, горшочек, вари, 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 вари. Бля, какая красота. Я успел. Я все успел. Все? Гайс, все. Похоже. Единственное, сейчас они должны что? Доставить вовремя это все дело. Да, Нью-Лондона. Шикарно. Блин, я без угля остался. Часов осталось. Да и хрен. И так сойдет. Так, что такое? Нет, все нормально. Это подгрузка была. Живем, ребятки, живем. Пьем чай и радуемся жизни. Да, наконец-то я добил эту игру. Ну, я надеюсь, что не будет уже никакого продолжения. По идее, мы все сделали. Если добьем сегодня Frostpunk, в воскресенье продолжим проходить SnowRunner. Да, на следующей недельке у нас уже, наверное, будет что-то еще новенькое. Сегодня 18 сентября. Да, в конце недельки, ну, в пятницу, на следующей недельке, возможно, не точно, конечно. Но там у нас выходит несколько интересных игр, которые мне бы хотелось потрогать. Просто лютейшая погода, минус 60. Через 6 часов... так. Ну, успеваю. Успеваю. Правда, я без еды. Без еды. Ну, хотя... 30. Хватит. Давайте промотаем. Час и 5 часов осталось. Что такое? Большой груз угля, который вы отправили, может нам выжить. Генератор барахлит. Даже при самой низкой нагрузке и многим зданиям не хватает тепла. А теперь люди смогут согреться и не болеть. Да, мне бы согреться. Галактикус. Оп, здорово, спасибо. Спасибо, дружище, за визит и за твой морозный, ну или жаркий лайк. Кстати, у нас включили тепло. Стало так приятно в квартире. Даже сказать, уютно. Правда, странное решение, потому что будет потепление через пару дней. Плюс 17 у нас за окном. Будет душновато. Так, ну чё там? 3 часа. Еще раз мотанем. 4 часа осталось. Хватит. Еще накопаю, да, ребят?
А, в смысле? А, вот. Так, конец. Город спасен. Отлично. Отлично. Коллапс Нью-Лондона больше не окружает. Нам всем было нелегко и нелегко в эти времена вражды и раздора, но все это теперь позади, несмотря на недопонимание и ненужную злобу. Мы отбросили разногласия и помогли нуждающимся. Последний город на земле останется маяком надежды для человечества. Но долго ли его народ запомнит урок о том, что главной угрозой стал раздор, а не вьюга? Прекрасно. Типа это все? Ха! Евгений Огурцов, приветствую тебя, спасибо. О, ребят, кстати, типа мой лагерь, как он строился. Мы были обычным аванпостом под управлением кого-то там. Они приняли новый закон. Нас эксплуатировали. И мы восстали. Теперь мы Winter Rebel. Чтобы дать отпор Нью-Лондону, мы искали друзей. Мы отправили им помощь. Их жизни стали лучше. Затем наши прежние хозяева пришли просить о помощи. И мы спасли их город, полагаясь на наших союзников. Мы преодолевали катастрофу благодаря сотрудничеству. И усвоили ценный урок. Главная угроза — это не буря, а разногласия. Блин, прикольно. Население Нью-Лондона 877 человек. 1887-1916. Так, ну что, ребятки, это все, похоже. Финал. Финалочка. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Но мы будем заканчивать. И встретимся мы с вами в воскресенье на прохождении игры SnowRunner. Так что не забывайте подписаться на канал, написать комментарий, поставить лайк и нажать на адский колокол. И как говорится, всем спасибо и всем пока. Хороших выходных. Много не употребляйте.